Поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь этим видео, чтобы больше людей узнали этот секрет. Давайте развиваться вместе. Мужчины, обратите внимание, потому что сегодня я буду жестко и скажу вам все, что нужно услышать без всяких сожалений и сожалений. Если вы один из тех слабаков, которые боятся смотреть правде в глаза, лучше выйдите прямо сейчас. Прежде всего, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал, потому что если вы не можете сделать даже это, то не стоит жаловаться, что ваша личная жизнь не развивается. Речь пойдет о том, как попросить интимность у любой женщины, не выглядя отчаянным извращенцем, который только думает о своих потребностях, но и не становясь дураком, который ждет годы, чтобы получить шанс. Я устала видеть, как вы верите в пустые обещания, бегаете за женщинами, которые только делают вас посмешищем, и считаете, что имеете право требовать что-то, потому что и выполнили домашку. Жизнь не так устроена, друг. Если вы не понимаете подходящий момент, не читаете сигналы, не используете уверенный и уважительный язык, вас отвергнут, и вы не будете знать почему. А знаете, что самое худшее? Вы продолжите обвинять их, думая, что женщины любят только богатых мужчин или другие отговорки. Я устала от этого нытья. В этом тексте я дам вам жесткое напоминание и научу вас шаг за шагом, как создать идеальные условия для того, чтобы интимность стала естественным путем, желанным как для вас, так и для нее. И не думайте, что достаточно просто бросить пару заготовленных фраз, потому что это не видео от мошенников, продающих волшебные формулы. Этот процесс требует терпения, понимания контекста и построения эмоциональной связи. Так что перестаньте быть ленивыми, возьмите ручку и бумагу, если нужно, потому что каждый пункт, который я затрону здесь, может быть решающим для того, чтобы вы остались на месте или стали мужчиной, которого они хотят. И раз вы хотите подняться на новый уровень, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и активировать уведомления, потому что в следующих постах я продолжу ругать тех, кто этого заслуживает, и давать настоящие советы, которые работают. Без лишних слов. Давайте начнем переучивать ваш мозг, полный плохих привычек. Номер 1. Понимание подходящего момента для начала разговора. Понимание подходящего момента для начала разговора. Здесь большинство из вас ошибается с треском, пытается прыгнуть через этапы и говорит об интимности до того, как хоть немного создал комфорт. Невозможно быть сумасшедшим и думать, что через 5 минут разговора она захочет лечь с вами просто потому, что вы считаете, что имеете право. Если вы еще не поняли, интимность требует минимальной безопасности, ощущения ценности и, главное, контекста. Если разговор только начался, если вы только познакомились, нет смысла сразу спрашивать «пойдем ко мне», потому что вы только навредите себе. Нужно наблюдать за тем, на каком этапе находится взаимодействие, обменивались ли вы взглядами интереса, есть ли напряжение в воздухе, проявляет ли она открытость к более горячим темам или едва ли вам дала шанс. Подходящий момент – это когда вы понимаете, что разговор идет естественно, она улыбается, физически приближается или слегка отвечает на ваш контакт. Если вы форсируете события раньше этого времени, она почувствует давление и уйдет. Так что вместо того, чтобы быть торопливым дураком, научитесь читать между строк, понимать, что для того, чтобы желание развивалось, нужно время и подходящая почва. Вы же не посадите семечко в сухую землю и не будете ожидать, что оно вырастет, не так ли? Так что поймите, что подходящий момент – это когда влечение уже установлено, когда атмосфера подходящая и вы уверены, что она чувствует себя в безопасности рядом с вами. Перейти эту черту может все испортить, но также ошибка – не действовать, когда момент уже прошел. Баланс – это ключ, друг. Номер 2. Чтение сигналов интереса с ее стороны перед тем, как двигаться дальше. Чтение сигналов интереса с ее стороны перед тем, как двигаться дальше. Так много людей терпит неудачу, потому что они просто не наблюдают, не обращают внимания на маленькие сигналы, которые женщина посылает, когда ей что-то нужно или когда нет. Если она отвечает на ваши сообщения с энтузиазмом, поддерживает сильный визуальный контакт, смеется над вашими шутками, даже неудачными, и, прежде всего, приближается к вам физически или слегка касается вас, это положительные признаки. Но это не значит, что она готова ко всему, это только начало. Вы, как мужчина, который считает себя умным, должны соединить все эти кусочки, понять, есть ли взаимность или это просто вежливость. Иногда женщина бывает доброй, воспитанной, а дурак уже думает, что она сходит с ума от страсти. Поэтому чтение сигналов – это важно.
Если она избегает взгляда, меняет тему, когда вы подходите, держит руки скрещенными, меняет тему, когда вы упоминаете что-то более интимное, это ясные сигналы, что не время. Но знаете, в чем проблема? Многие из вас настаивают, не понимают, что нет, это нет, и в конечном итоге оказываются в неловкой ситуации. Так что, пожалуйста, научитесь, наконец. Если сигналы неположительные, отступите, смените тему, вернитесь в комфортную зону. Соблазнение – это не насилие, не принуждение, не гонка. Это тонкая игра взаимности, и если она не играет с вами, потерпите, примите и идите дальше, или дайте время, пока атмосфера не изменится. Если вы не умеете читать сигналы, начните практиковаться. Наблюдайте за ее тоном, частотой смеха, наклоном тела в вашу сторону. Если все идет хорошо, переходите к следующему шагу. Если нет, постарайтесь не быть тем, кто не замечает очевидного. Номер 3. Используйте уверенный, но уважительный язык. Используйте уверенный, но уважительный язык. Здесь мужчины часто ошибаются. Они думают, что быть уверенным – это говорить грубо, быть грубым или считать, что можно командовать женщинами. Если вы из таких, мне вас жаль, потому что вы будете продолжать получать отказы. Истинная уверенность – это знать, чего хочешь, но не быть неуважительным. Смотреть в глаза, говорить твердо, без дрожи, но без крика или непристойностей. Если вы заметите открытость, можно намекнуть на что-то более горячее, но делайте это так, чтобы она не почувствовала себя атакованной или оскорбленной. Например, если атмосфера накаляется и вы видите взаимность, можно сказать что-то вроде «Ты не представляешь, как я нахожу тебя неотразимой, но не переборщите с грубыми выражениями». Говорите уверенно, без заиканий и без того, чтобы извиняться за свои желания. Женщины, как правило, любят мужчин, которые осознают, что они хотят, но не путают это с высокомерием или неуважением. Используйте мягкие выражения, покажите, что вас интересует она как личность, а не только удовлетворение потребности. Скажите что-то вроде «И мне нравится, как ты играешь с волосами, трудно устоять, и посмотрите», ответит ли она положительно. Если да, переходите к следующему шагу. Если нет, отступите спокойно, без драмы. Уверенный, но уважительный язык – это то, что отличает зрелого мужчину от мальчишки, который считает, что она обязана ответить. Номер 4. Создайте атмосферу комфорта и эмоциональной безопасности. Создайте атмосферу комфорта и эмоциональной безопасности. Теперь давайте поговорим о том, что многие из вас часто игнорируют – эмоциональный комфорт. Невозможно достичь интимности, если она не чувствует себя комфортно рядом с вами, если она не чувствует, что вы уважаете ее как личность, и если между вами нет минимального уровня доверия. Вот где многие из вас ошибаются, думая, что достаточно вести себя как ловелас. Женщина, даже если она заинтересована, должна чувствовать, что вы не судите ее, что не будете разносить интимные подробности друзьям, что не будете смеяться над ней после. Если вы не проявляете надежности, забудьте. Так что, вместо того, чтобы говорить только о себе и как вы великолепны, как насчет того, чтобы показать эмпатию к темам, которые она поднимает? Как насчет того, чтобы слушать, задавать вопросы о ее мнениях, о ее жизненных историях? Когда она почувствует, что вы действительно интересуетесь ею, барьер будет снижаться. На этом этапе появляется больше комфорт, открытость для более чувствительных или интимных тем. И если у вас будет терпение, поверьте, интимность будет приходить гораздо естественнее, потому что она не подумает, что вы просто извращенец, а увидит в вас мужчину, который ценит ее. Женщины не глупые, они видят, когда мужчина только делает вид, что интересуется, чтобы что-то получить. Будьте подлинными, на самом деле. Создайте отношения доверия, а не поверхностную иллюзию. Это требует времени и последовательности в действиях. Если вы думали, что достаточно пригласить на свидание, а потом все будет, пора проснуться. Без эмоционального комфорта просить интимности – это почти выстрел в ногу. Номер 5. Как эмоциональная связь увеличивает шансы на интимность. Как эмоциональная связь увеличивает шансы на интимность. Вы можете быть самым красивым, сильным, богатым человеком на свете, но если нет эмоциональной связи, шанс на удовольствие и продолжительную интимность резко снижается. Под эмоциональной связью я имею в виду искренний интерес к ней как к человеку, понимание того, что ее мотивирует, какие у нее мечты, неуверенности, радости.
Это не для того, чтобы быть психологом, решающим чужие проблемы, а чтобы показать, что вы видите женщину не только как тело. Если вы видите только тело, она это почувствует и не будет себя чувствовать особенной. Так что, если вы спрашиваете, но мне нужна только развлекуха, разве я действительно должен устанавливать связь? Если вы хотите, чтобы это было незабываемо, да, нужно, потому что без связи вы не более чем два объекта, пытающиеся удовлетворить биологические инстинкты. И, конечно, если она тоже хочет только этого, может быть, так и будет, но обычно женщина ждет хотя бы минимального согласия, чтобы расслабиться и пережить момент без барьеров. Когда вы инвестируете в эту эмоциональную связь, интимность перестает быть неловким запросом и становится желаемым результатом для обеих сторон. Разговоры становятся более глубокими, взгляды более интенсивными, желание быть рядом возрастает. И когда наступит момент, чтобы перейти к следующему шагу, она не будет чувствовать себя использованной или под давлением, потому что основа уже готова. Так что перестаньте быть ленивым и стройте этот мост эмоций с самого начала, вместо того, чтобы пытаться прыгнуть прямо в секс. Так поступают умные мужчины, и это именно то, что вам нужно делать, если хотите получить реальные результаты, а не крохи. Номер 6. Избегайте давления и позвольте ей принимать решения в своем ритме. Избегайте давления и позвольте ей принимать решения в своем ритме. Если есть что-то, что отталкивает женщину быстрее, чем запах говна, так это мужчина, который оказывает давление, чтобы получить то, что он хочет. Давление, эмоциональный шантаж, болезненное настаивание – все это не работает в реальной жизни, если только вы не хотите быть осуждены или высмеяны. Женщины хотят чувствовать себя свободными, чтобы сказать «да» или «нет», когда они захотят. Если вы не уважаете это, вы недостойны, просто и понятно. Итак, когда вы почувствуете, что создается подходящая атмосфера, что разговор становится жарким, не стесняйтесь пригласить ее в более уединенное место или намекнуть, что хотите чего-то более интимного. Но если она не готова, отступите сразу, без драмы, без упреков, без обиженной мимики, как капризный ребенок. Покажите, что вы способны понять ее ритм, что вы не здесь только для собственного удовольствия, а для чего-то, что будет иметь смысл для обоих. Если она почувствует, что вы торопите ее, она закроется, и все шансы на интимность исчезнут, как сейчас, так и в будущем. Зрелый мужчина умеет справляться с моментальной фрустрацией, уважает время женщины и продолжает инвестировать в связь. Иногда ей нужно просто немного больше уверенности или больше часов разговора, чтобы расслабиться. Если вы все испортили своим беспокойством, извините, но вся вина лежит на вас. И не стоит потом плакаться, говоря, что женщины трудны. Трудно иметь дело с мужчиной, который не понимает основ соблазнения. Так что будьте внимательны, без давления, без торопливости, без насилия. Кто может гарантировать, что если вы будете терпеливы, завтра или послезавтра все пойдет естественно? Номер 7. Влияние легкого и уважительного прикосновения при приближении. Влияние легкого и уважительного прикосновения при приближении. Вот мощный инструмент – прикосновение. Но будьте осторожны, потому что если вы не умеете им пользоваться, это может показаться маньячеством. Легкое, ненавязчивое прикосновение в нужный момент создает искру интимности, которую слова не могут передать. Это может быть легкое прикосновение к ее руке, когда вы смеетесь с нее, или быстрый жест по ее спине, когда вы помогаете ей пройти через узкое место. Это прикосновения, которые показывают близость, но не являются навязчивыми. Если вы заметите, что она отступает, немедленно остановитесь. Если она остается комфортной, это положительный сигнал. Это игра проб и наблюдений. И, конечно, никогда не переходите границу того, что она готова принять. Никаких захватов, тянущихся или прикосновений к чувствительным зонам без разрешения. Это не соблазнение, это не уважение. Но если вы освоите искусство прикосновения, вы увидите, как оно может ускорить создание более горячей атмосферы. Если она отвечает и приближается к вашему телу, значит, есть возможность продолжать. Если нет, уважайте ее границу, продолжайте разговор, улыбайтесь и посмотрите, не появится ли другая возможность. Прикосновение обладает магической силой разрушать барьеры, но если вы идиот, который думает, что может просто хватать, вы испугаете ее немедленно. Еще раз, ключ к успеху – это чтение контекста, ее тела, вербальных и невербальных сигналов. Будьте умными, а не отчаянными извращенцами. Номер 8.
Как использовать юмор для преодоления эмоциональных барьеров? Как использовать юмор для преодоления эмоциональных барьеров? Я уже говорила о юморе, но теперь нам нужно углубиться, потому что это незаменимое оружие. Юмор снимает напряжение, заставляет женщину чувствовать себя уютно, делает атмосферу легкой. Но многие из вас не понимают разницу между юмором и глупостью. Юмор – это утонченно, элегантно, иногда иронично, но без оскорблений. А глупость – это постоянно говорить ерунду, думая, что она будет умирать от смеха. Женщины любят смеяться, но не хотят общаться с дураком, который не может быть серьезным, когда нужно. Так что найдите баланс. Если она говорит о чем-то серьезном, не перебивайте идиотскими шутками. Подождите подходящего момента. А когда скажете шутку, не смотрите на нее в ожидании одобрения, смейтесь над собой, поддерживайте естественный поток. Если это будет смешно, она засмеется естественно, и это разрушит некоторые эмоциональные барьеры, создавая ощущение взаимности. Помните, не делайте юмор за ее счет, не высмеивайте ее физические или поведенческие недостатки, потому что это создает обиду, а не привязанность. Используйте юмор, чтобы показать, что вы умеете справляться с ситуациями, что не воспринимаете себя слишком серьезно и открыты для веселых моментов. И, конечно, если она оценит, атмосфера может нагреться быстрее, чем вы думаете, потому что когда женщина чувствует, что мужчина заставляет ее смеяться и при этом умеет уважать границы, доверие растет, и интимность приходит сама собой. Номер 9. Строительство напряжения естественным и увлекательным способом. Строительство напряжения естественным и увлекательным способом. Сексуальное напряжение – это не то, что появляется из ниоткуда, оно строится шаг за шагом. И для этого не стоит приходить и говорить, что пойдем заниматься сексом. Вам нужно создать атмосферу сдержанного желания, продолжительных взглядов, улыбок, которые намекают на что-то большее, постепенного физического сближения. Все это заставляет сердце биться быстрее, дыхание становится тяжелее. Но если вы не понимаете, что это требует времени и осторожности, вы всегда останетесь в пустоте. Один из способов создать напряжение – это слегка провоцировать, сказать что-то вроде «и не знаю, справишься ли ты со мной, если я расслаблюсь по-настоящему» и наблюдать за реакцией. Если она улыбнется с пониманием, значит, она входит в игру. Но внимание, эта провокация должна сопровождаться легким поведением, без агрессии или высокомерия. Вы хотите, чтобы она подумала «Юх ты, что в нем такого особенного», а не «и какой нахальный и глупый парень». Держите зрительный контакт, не выглядя как психопат, улыбайтесь с лукавым выражением в нужный момент, приближайте свое тело с утонченностью и смотрите, приближается ли она тоже. Каждая деталь имеет значение, и напряжение будет расти. Если в какой-то момент вы почувствуете, что перешли границу, отступите и переключитесь на нейтральную тему. Но не будьте тряпкой, которая никогда не рискует. Напряжение создается этим пинг-понгом стимулов. И когда она будет поглощена этой игрой, разговор об интимности пройдет намного легче, почти как естественное продолжение, а не как отчаянная просьба. Номер 10. Избегайте клише и выбирайте аутентичные подходы. Избегайте клише и выбирайте аутентичные подходы. Давайте будем честными, ничего не отталкивает больше, чем мужчина с общими фразами, который повторяет заготовки, найденные в интернете. Если вы думаете, что соблазнение – это произнесение «в твой отец вор», потому что он украл звезды и положил их в твои глаза, сделайте себе одолжение и выйдите из моего видео прямо сейчас. Женщины больше не могут терпеть клише. Хотите быть особенным? Будьте собой, но лучшей версией себя. Вместо того, чтобы использовать банальные фразы, сделайте искренний комплимент, который покажет, что вы действительно обратили внимание на нее и не просто цепляете ее любыми фразами. Скажите что-то вроде мне нравится, как ты уверенно говоришь о том, во что веришь, это меня интригует». Обратите внимание, этот комплимент подчеркивает личную черту, а не очевидное. Если хотите отметить внешний вид, избегайте фразы «и как ты красиво». Лучше выберите что-то более конкретное, например, «и я очарован, как твои глаза сияют, когда ты смеешься». Это показывает, что вы действительно вовлечены. И то же самое касается приглашения ее на более интимное свидание. Не говорите «пойдем ко мне смотреть Netflix». Проявите креативность, будьте аутентичны. Как насчет того, чтобы предложить что-то нестандартное,
Например, готовить вместе или послушать ту группу, которую она любит, или что-то, что выходит за рамки обычного. И опять же, если она не согласится, не настаивайте, как наркоман. Будьте взрослыми и примите, что решение тоже за ней. Но когда вы отказываетесь от клише, шансы создать уникальный опыт значительно увеличиваются, и тогда интимность может прийти гораздо приятнее, без ощущения коммерческой сделки.